В современном мире жизнь кажется достаточно безопасной, однако наша Земля может в любой момент создать серьезные природные катаклизмы, в результате которых погибают десятки, а то и сотни тысяч людей. Сейчас мы посмотрим на 10 самых страшных природных катаклизмов 21 века. 11 марта 2011 года у восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой, достигавшей невероятных 9,1 баллов по шкале Рихтера. В результате этого образовалось мощное цунами, которое обрушилось через 20 минут на побережье Японии и привело к массовым разрушениям. Высота цунами варьировалась от 3 до 7 метров. В результате этого масштабного природного катаклизма погибло более 18 тысяч человек. Утром 26 января 2001 года в штате Гуджарат на юго-западе Индии произошло землетрясение магнитудой в 7,7 баллов. Это землетрясение почувствовали жители практически всей Индии, Непала, Пакистана и даже на западе Китая. Было разрушено более 400 тысяч зданий и сооружений, погибших более 20 тысяч, а раненых 167 тысяч человек. В самый разгар лета 2003 года на Европу обрушилась аномальная жара. Температура в тени достигала 40 градусов по Цельсию. Особенно пострадали люди в Германии, Франции и Италии. Число погибших от такой аномальной температуры составило около 40 тысяч человек, преимущественно пожилого возраста. Также по всей Европе разбушевались лесные пожары, которые повредили немало домов. Рано утром в пятницу 26 декабря 2003 года на иранский город Бам обрушилось землетрясение магнитудой в 6,7 баллов. Очаг землетрясения располагался очень близко от поверхности, всего на глубине 8 километров. Из-за стен, сделанных из сырцового кирпича, многие дома просто складывались как карточные домики и заживо погребали жителей. Число погибших составило около 43 тысяч человек. Местные кладбища были переполнены и людей хоронили в братских могилах. Лето 2010 года выдалось невероятно жарким. Европа, Северная и Центральная Азия и Северная Америка погрузились в пучину аномальной жары. Средняя температура воздуха на планете составила плюс 16,5 градусов, что явилось абсолютным максимумом за всю историю метеонаблюдений. Так в России в некоторых регионах воздух прогрелся до 43 градусов по Цельсию. От тепловых ударов и масштабных пожаров погибли более 56 тысяч человек. Днем 12 мая 2008 года в китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой в 8 баллов. Это землетрясение затронуло и столицу Китая Пекин, который находился на расстоянии целых 1500 километров от эпицентра. В городе даже была объявлена эвакуация. Число погибших составило более 69 тысяч человек, а пострадало около 290 тысяч. Интересно, что художника Ай Вэйвэя посадили в тюрьму за обнародование не попавшей в официальную статистику информации о погибших. Утром 8 октября 2005 года в регионе Кашмир в Пакистане произошло землетрясение магнитудой в 7,6 баллов. Это природное явление вызвало крупные разрушения в северо-восточном Пакистане, Афганистане и в Северной Индии. Многочисленные деревни были буквально стерты с лица земли. Правительство Пакистана официально объявило о 84 тысячах погибших, однако по неофициальным и неподтвержденным данным их более 200 тысяч. 2 мая 2008 года на Мьянму обрушился мощнейший циклон, который также зацепил Шри-Ланку, Бангладеш и Таиланд. Когда он обрушился на побережье, скорость ветра в его спиральных завихрениях составила более 200 км в час. Согласно данным ООН, в результате этого бедствия пострадало более 1,5 миллиона человек, а 146 тысяч погибли или пропали без вести. Большая часть страны осталась без электричества. Помогали Мьянме всем миром, более 40 государств внесли свою финансовую или гуманитарную помощь. 26 декабря 2004 года в Индийском океане произошло землетрясение магнитудой более 9 баллов. Это повлекло за собой образование цунами высотой до 15 метров, которое было признано одним из самых смертоносных за всю современную историю. Больше всего пострадали Таиланд, Шри-Ланка, Индонезия и Индия. Число погибших составило до 300 тысяч человек. Интересно, что энергии, которая высвободилась в результате землетрясения, хватило бы всему человечеству на целых 2 года. 12 января 2010 года на Гаити произошло землетрясение силой около 7 баллов. В результате этого в столице Гаити Порто-Пренсе были уничтожены тысячи домов и разрушены все больницы, а своих жилищ лишились более 3 миллионов человек. Поскольку Гаити является одной из самых бедных стран в западном полушарии, в городе начался хаос и массовое мародерство. Только благодаря существенным международным усилиям и помощи удалось взять ситуацию под контроль. Количество погибших составило более 300 тысяч человек, в том числе и после землетрясения из-за отсутствия доступа к воде и пище.